Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова, пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто мечтает о тебе, что мешает ему открыться? Для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, не забываем, девочки. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы, только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада уже озвучена. Кто же мечтает о вас, да? Так. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты. Нежная. Так. Какая вы? Ух ты. Темпераментная, страстная. Интересные метаморфозы. Так, сейчас. Какая вы? Я все еще люблю, как в первый раз, да? Ох, боже мой, какие карты. Вы посмотрите. Карта темпераментная, страсти. Потом как будто бы женщина обожглась. Может быть, накрыла в полной мере этой страстью. И где-то осознали, что если вот так бездумно, я имею в виду, как в пропасть, да, падать, может быть, до конца не узнав человека, то можно пострадать, да. Ну, на то она и любовь, на то она и страсть, дабы там голову не включать, да. Ладно. Тут показана женщина, которая замораживает свое сердечко, то есть периодически пытается уже эти эмоции взять под контроль. То есть быть более рациональной, мудрой, здраво мыслящей, да. Сама по себе очень яркая, харизматичная, энергетически наполненная, в принципе, женщина, да, талантливая. По этой карте райская птичка, думаю, для многих архетип любовницы, ухоженная, привлекательная женщина, которая поддержит, и рядом с вами многие подпитываются этой энергией, зарядом вашей-то энергии, бодрости, вы как батарейка. Ой, дальше карты чудные. Тут карта сердце открытое, да, рядом карта токсичность. Дальше показана карта, как балерина пытались долгое время, может быть, в каких-то отношениях, ну, токсичных, да, отношения, которые вы любили, но эти отношения почему-то, показано, вас разрушали. С одной стороны, может, связь с этим партнером и давала вам вот это вот отчасти, да, ощущение наполненности, может, почувствовали себя рядом с этим партнером, сексуальной, привлекательной, желанной, вот той самой, может, именно с ним раскрылись, да, как женщина. У кого-то и так, у кого-то рядом с партнером вот с таким сложным, непростым, ну, тут токсичные взаимоотношения. Может, рядом с таким партнером вот вам хотелось даже стать лучше, еще лучше. Для него самое лучшее, для себя самое лучшее. Ну, вот тут такое, лучшая версия самой себя. У кого-то, девочки, отношения, ну, или трудно реализуемые, да, или с кучей ограничениями. Не буду я все на партнера сбрасывать, он тут во всем виноват. Может, изначально отношения были, знаете, вот не время, имя, не место, да, не в то время, не в том месте встретились люди, а страсть, тут страсть какая-то вспыхнула, накрыла, тяга, сексуальное влечение. Ну, показано мне, вы любили, да. Потом такое, как будто бы карта баланс, может быть, длительное время, ну, кто длительное, кто не длительное, старались удержать. Вот как балерина стоит на этих пуантах, да, пытались удержать равновесие, может, между здравым смыслом и вот этой страстью. Может быть, даже пытались разобраться, что это. Это любовь, не любовь, почему я люблю, а в ответ какие-то тут, то ли качели эмоциональные, то ли еще какие-то непонятное, да, отношения, непонятные проявления. Показана мне карта разбитого сердца. Тут сердце любило, да, тут, может быть, шансы еще давали себе, взаимоотношениям. В конце
разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания, разбитые иллюзии, надежды какие-то. У кого-то могут быть треугольники, ну, тут всех по-разному. Ну, вот такая у меня сигнификация на вас вышла, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто мечтает о тебе? Что мешает ему открыться? Кто этот человек, который о вас мечтает? И что ему мешает открыться? Кто мечтает о вас? И что мешает открыться? Кто мечтает о вас? Кто этот человек? И что ему мешает открыться? Кто и что мешает открыться? Кто и что мешает открыться? Начинаем. Кто этот человек? У него тоже разбито сердце. Не знаю, как, насколько вам легче. Ага, или он разбил сердце. Вампирчик у меня вышел. Вампирчик, который свинью подложил. Или ему подложили. Сейчас будем уточнять. Вампир в печали. Кольцо разбитые. Тоже у него разбитые какие-то надежды по поводу... Тут у кого-то союз, брак, ну, если человек не свободен, то в печальке находится, там, если женат, то дома проблемы. Тут карта насилия, эмоциональное насилие, у кого-то физическое. Вот кольцо я это считываю как, ну, знаете, если он с кем-то в браке, в союзе, повторюсь, то там атмосфера, мягко говоря, накалена до предела. Видите, тут на карте изображена тут пара мужчина, женщина, тут рукоприкладство, тут, в общем, выяснение отношений, абьюз. Тут очень плохие отношения, взаимоотношения какие-то. Ну и дальше вообще карты идут, смотрите, карта развал, карта кандалы. Человек чувствует себя связанным, как в темнице, да, тут какие-то опутанным, связанным, карта развал в его жизни, как будто бы есть, смотрите, как лицевая сторона, то, что фасад, то, что он показывает в социуме, может быть, какому-то окружению, и истинная сторона, то, что он никому не транслирует, скрывает, а там все разваливается, там все трещит по швам, тут все как разрушается, развал, а на самом деле ощущения связаны как я не знаю, такими связан цепями. Так, зеркало, наверное, святость. Интересно. Так, какой-то человек, мужчина, что-то за мужчина. Так. Давайте я уточню. Это у него сердечко разбито? Или он кому-то сердечко разбил? Может, привык разбивать сердца. Так, это у него сердце разбито? Это он кому-то сердце... Да, это он кому-то сердце разбил. Я спрашиваю, у него сердце разбито? Карта звезда. Это в прошлом, очень давно у него сердце было разбито. Может быть, кто-то когда-то ему это сердечко разбил. Да, давайте так. Или еще карта звезды, мечтай, что ему кто-то сердце разобьет. Девочки, ну, то что, приходит, я озвучиваю. Я спрашиваю, он кому-то, да, он кому-то причинил боль, очень сильную, разбил сердце. Женщина, видите, тут у нее вдоль позвоночника как разлом, карта болезни. Болезненно для нее это были испытания. Где-то мужчина, может, обесценил любовь, преданность. Но опять, тут предательство могло быть, да, и тут как будто бы женщина могла, как, ну, прям как сломать он мог эту женщину. Ну, не так считывается. Так, ладно, вампир. Ну, потребитель, что я вам буду говорить. Потребитель, который, вот как мне тут хочется сказать, потребитель, которому подсунули свинью. Он ожидал тут в своей жизни, может быть,
каких-то, не знаю, событий, планировал что-то, тут ему как будто свинью подложили, подмена понятий. И это касается его сейчас нынешнего состояния. Вот с кем бы он сейчас не был, находился, у него состояние печали. При этом, еще раз повторюсь, у кого-то это законный брак, у кого-то союз, с кем он находится, проживает. Тут обстановка накалена, я это уже сказала. Тут конфликты, тут вполне возможно со стороны этого мужчины агрессия идет, но может быть и со стороны женщины, которая рядом с ним находится. Тут выяснение отношений постоянные. Тут, повторюсь, в жизни выносится как будто бы на публику одно, на самом деле вообще развал. Но тем не менее, понимаете, с одной стороны развал, а с другой стороны как будто бы он какими-то цепями скован, прикован. Давайте так, у кого-то это осознанный выбор, у кого-то это вторичные выгоды от нахождения, может быть, то ли в союзе. Ну, уже не знаю, девочки, какие у него там вторичные выгоды находиться там, где ему так хреново, а ему тут не очень хорошо. Так, карта зеркала, наигранная святость. Сейчас я буду уточнять. Так, при этом, вот как я хочу это прочесть, девочки. Союз вот этих людей, с кем он находится или выясняет эти отношения, говорят, они друг друга стоят. Вот, извините, так мне идет. Потому что зеркало, посмотри в зеркало, найди свою вторую половину. Тут вплоть до того, что какие-то качели. Вот это какое-то единение, а тут карта наигранная святость. То есть с кем бы он ни выяснял отношения, там свои тайны, недоговоренности, у него, соответственно, тоже очень много скрытого. Может быть, то, что, знаете, неожиданно выходит на обозрение, да, какие-то выясняются какие-то нюансы, да, из его жизни. Я не буду тут наговаривать на мужчину, но смысл такой, что как будто бы человек носит личину. Он внешне один, на самом деле начинаешь с ним больше коммуницировать, соприкасаться, и ты понимаешь, и там какие-то тайны вылазят, какой-то шлейф, и очень некрасивых историй, каких-то поступков, которые ты хотел бы оправдать, но ты до конца этого не можешь понять и оправдать. То есть такие какие-то нюансики, и из этих нюансиков может складываться картинка, как будто бы два абсолютно разных человека. С одной стороны, на публику это одна картинка, повторюсь, и на самом деле вообще теневая сторона ужасная. Какие-то проявления могут быть гадкие, тут и абьюз, и подлость, предательство, что хочешь, что-то может быть. Вот то такое вот. И при этом вот тот такой нюансик, вот наигранная святость, посмотрите на эту картинку. Тут монахиня, да, в одежде монахини, а под ней скрывается тут какое-то прям существо с клыками, сущность какая-то. То есть настолько разница. Ну, вот такой мне человек, девочки. Вот у меня такой вышел. Вот такой мужчина. Давайте. Ну, основную печаль я сказала по поводу взаимоотношений. Личная жизнь тут все вообще как будто бы. При этом, кстати, тоже может наигранная святость показывать, если он в союзе с кем-то, рассказывать, показывать там вот это уж картинки вот эти, как там в сторис или где там вставляют, там влюбленные за руки держатся, там любовь, поддержка, семья, тут как будто бы эйфория, да, на самом деле это тут какой-то такой большой пшик, в общем, как специально для того, чтобы замыливание, да, глаз, как говорят. Ну, не знаю, что-то такое товарищ у меня вышел. Так. Давайте посмотрим, что мешает ему открыться. Первая карта, девочки. Видите, мужчина держит за спиной этот кинжал. Карта подлости, предательства, манипуляции. В принципе, ощущение того, что человек привык к каким-то многоходовочкам. Может, и уже подлость какая-то, предательство было в отношении вас тоже. Может, проиграться не хочет человек, поэтому признаваться не хочет, открыться, да.
Тут дальше карта треугольников, девочки. Ну, как я по-другому это могу прочитать? Две женщины, один мужчина. Может быть, у вас мужчина еще есть. У кого-то так может проиграться. Карта павлина. Что мешает тому человеку открыться? Человек самовлюбленный, человек скорее привык, чтобы к нему приходили, в нем были заинтересованы, чуть ли не его добивались, его дифирамбы пели, комплименты говорили. Он привык был быть востребованным, обожаемым, он привык чувствовать то, что в нем больше нуждаются, чем он в ком бы то ни было. Так, карта обида. Что мешает ему открыться? Он может быть обижен на вас. Это может быть ваша обида на него. То же самое. Обидел, а теперь ну как? Так. Связь перспективы. Ух ты. Так, что мешает ему открыться? Тут, смотрите, тут как будто бы какая-то обида была, да, а тут дальше карты взаимодействия, возможности, перспективы и бумеранг. Тут как будто бы человек для того, чтобы прийти, открыться, он должен же предложить что-то, да, какие-то возможности, возможности взаимодействия с ним. То есть, ну, реально человек должен что-то, какие-то реальные у него должны быть эти предложения, да, а не просто, ну, это, знаете, водой, руками по воде поводить, да, или нарисовать там красивые какие-то перед вами картинки. Тут как будто бы у меня такое ощущение, и он прекрасно понимает, если он начнет тут что-то такое, как будто бы не конкретное, а что-то абстрактное предлагать, или там, ну, комплименты какие-то говорить, и там все ближе и ближе к вам подбираться. Тут история о том, что вы как будто бы четко уже понимаете, с кем имеете дело. Или в любом случае он понимает, что взаимодействуя с вами, тут от вас можно получить бумеранг. Другими словами, вы можете отшить или послать какие-то эротические дали. Он не видит вас вот тут такую какую-то наивную девочку, дурочку, которой можно лапшу на уши вешать. Нет, тут почему-то ситуация уже как-то такая, знаете, у кого-то накалена, у кого-то точки над «и» расставлены, у кого-то пришло время вот эти бумеранги получать по одному месту. Так, почему? Что мешает открыться? Ну, давайте, какой-то маленький процент все-таки. Тут идет карта магия и влюбленные. Ну, у кого-то, девочки, для кого это актуально, вы сами знаете свои истории. У кого-то магическое тоже есть воздействие со стороны, может быть, уж не знаю, если есть соперница, по влюбленным. То есть еще кто-то может оказывать на него такое влияние. Ну, для кого это важно, вы услышали. Так, охота, идол. Еще самое главное, вот смотрите, почему мешает, почему он не открывается, что мешает ему открыться. Мужчина привык себя чувствовать. Тут павлин, тут он в роли охотника. Видите, такой змей-искуситель, и тут белый барашек, да. Он привык чувствовать себя господином. Он привык себя чувствовать вот этим охотником, который где-то, опять-таки, искушает, соблазняет, провоцирует. Ну, а женщина для него в роли этого, ну, замечательного барашка где-то, да. И, в принципе, он привык, повторюсь еще, тут карта идол. Он сам себя поставил где-то на вот этот, как это, постамент, да, если можно сказать такое. Тут, может быть, вы ему еще корону начищали, может, кто-то еще. Тут у человека настолько завышенное мнение о себе. И, в принципе, он привык к тому, чтобы, ну, как бы, ну, он был главным во взаимоотношениях. Опять-таки, тут как будто бы он не привык идти к кому-либо с какими-либо просьбами, и уж тем более там с извинениями, и уж тем более какими-то, знаете, такими предложениями. Ну, если он придет с какими-то предложениями, да, то он почувствует себя уже как уязвленным. Для него это не характерно. Ему хотелось бы, чтобы как минимум оно складывалось как будто само по себе, да, ну, то ли встречу какую-то подстроить. В идеале, чтобы вы пришли, в идеале, чтобы вы были в нем заинтересованы, в идеале,
ну, даже не знаю, чтобы вы были заинтересованы в нем больше, чем он в вас. Вот это вот даже мешает этому человеку открыться. Ну, тут у него внутренний раздрай, да, тут и желание, с одной стороны, как-то, он мечтает все-таки, да, тема расклада, мечтает о вас. А с другой стороны, реальность как будто бы... Тут эгоизм и гордыня не дают ему открыться. Борьба внутренняя идет. Вот такой товарищ у меня вышел. Я уже не знаю, девочки. Может и хорошо, что он не открывается, да? Вот откроется он, и что вам с этим всем делать? Такой у меня расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.